Всем привет! Пришло время очередного видеоотчета, и этот выпуск я хочу посвятить обитателям своего небольшого морского аквариума. И для начала, уже по сложившейся традиции, предлагаю вам немного насладиться красотой подводного мира. Приятного просмотра! Итак, начнем. Аквариум у меня простой, с минимальным количеством оборудования, и соответственно для оформления я выбирал относительно несложные в содержании кораллы. Когда я запускал аквариум, мне хотелось иметь как можно больше разновидностей кораллов. Но прошло время, и я понял, что лучше оставить кораллы, которые мне больше всего нравятся и наиболее подходящие по композиции. Конечно, понятие красоты относительно, и возможно такие кораллы кому-то не нравятся, тут уже дело вкуса. К счастью, в продаже доступно большое разнообразие кораллов любых форм и расцветок. Я уже не говорю про рыб, моллюсков и всяких беспозвоночных. И плюс ко всему, все, что я выбрал, если можно так сказать, из бюджетного и доступного сегмента. Начну, пожалуй, с мягких кораллов. Сразу скажу, по названиям могу ошибиться или неправильно произнести, поэтому, если что не так, поправьте. Саркофитоны. В этом аквариуме у меня их два. Один зеленый с ярко флюрящей шляпкой и один бежевый, который начинает занимать уж очень много места. Это один из самых первых моих кораллов. Также в этом аквариуме был длиннополипный австралийский саркофитон, но его я убрал, он очень быстро растет и достает соседей своими длинными полипами. Для него нужен аквариум побольше или же его нужно часто фраговать. Синулярии. Одна синулярия зеленая, вторая более желтая. Есть еще розовая, но она как-то завалилась за декорацию и пролежала там довольно долго. Потом я ее часто переклеивал, и из-за этого она закрылась и стоит в таком состоянии уже 2 или 3 месяца.
но она обязательно откроется и распушит свои полипы. Есть также синулярия под названием дура, которая очень ярко флюрит под синими диодами. Вообще синулярии и саркофитоны, думаю, самое то, как первые кораллы для начинающих морских аквариумистов. Когда в молодом аквариуме будут перекосы с параметрами, эти кораллы закроются и простоят так, пока параметры в системе более-менее не придут в норму. Затем они откроются, сбросив старую кожицу. Если же это будут жесткие кораллы, то от них скорее всего останется только скелет. Бриариум зеленый. Мне нравится именно такой кислотный. Простой в содержании, но очень яркий. Лучше не сажать его на основную декорацию с другими кораллами, так как разрастается он очень быстро и в итоге на камне останется только один бриариум. Для него я сделал площадку, которую можно снять и счистить лишнее, чтобы не пускать его вниз по декорации. Если его рост будет сложно контролировать, я уберу его на песок, там он тоже должен неплохо смотреться. Или попробую пустить его по задней стенке аквариума. Рядом стоит корнулярия папайя, но здесь она лишняя. Мне кажется, будет лучше, если на всей этой площадке будет ровный газон из бриариума. Но пока место свободно, я поставил ее здесь. Очень красивая именно эта, с оранжевыми кончиками. Есть еще ярче и более пушистые, также есть и более невзрачные. Зоантусы. Вариаций зоантусов огромное количество, как цветовых, так и по размерам. Для меня это самые сложные кораллы в моем аквариуме. Я только сейчас начинаю более-менее их понимать. Именно из-за них я так долго настраиваю светильник. Остальным кораллам все равно, если я резко увеличиваю интенсивность освещения, но вот зоантусы на это реагируют сразу. Часто бывало так, что зоантусы стрессовали и постепенно уменьшались в размерах, но потом все равно восстанавливались. Но как-то я заметил, что в тот момент, когда зоантусы были слабые, их подъедали астеринки. Я уверен на 100%, что эти зоантусы восстановились бы, если бы на них не покушались эти маленькие морские звезды. После этого всех астеринок из аквариума я постепенно выловил. Рикардея Флорида и Рикардея Юма. Они тоже бывают разных расцветок, но эти мне нравятся больше. Также были всякие дискосомы и родактисы в 30-литровом аквариуме. Сначала я приклеивал их на декорацию, но потом понял, что это плохая идея, потому что они перемещаются по камню, быстро размножаются и жгут соседей. Очень живучие и простые в содержании. Роканемоны. Это одни из моих фаворитов. Любят покушать, сидят себе в домиках, которые я слепил им из цемента и коралловой крошки. Далее жесткие кораллы. Дункан – безобидный и несложный коралл. Длинные щупальца красиво развиваются на течении. Раньше я его подкармливал заморозкой, но потом перестал, так как он и без этого неплохо растет. Каулострея, еще их называют леденцы. Есть двухцветная и мятная. Мятная очень ярко флюрит. Тоже несложные, на мой взгляд, кораллы. Эофилия молоточковая. Она у меня какой-то непонятной расцветки и может сложиться впечатление, что ей не хватает каких-то микроэлементов для окраски. Но на самом деле она сама по себе такая. Акантострея лорди. У меня их было 2 фрага, один из которых я, к сожалению, потерял. В какой-то момент я не доглядел за аквариумом и увидел, что Акантострея начала терять головы. Мне кажется, что это эофилия ее пожгла, потому что она почти дотягивалась до нее. Но это не точно, просто других объяснений я не вижу, так как 2-й фраг в норме. Остатки Акантостреи я убрал в другое место, но шансов, что она будет жить, практически нет. Также 2-й фраг начинали доставать леденцы. Я их убрал, оставив здесь несколько голов. Но теперь и саркофитон начинает доставать. Короче говоря, в такие моменты лучше не лениться и вовремя устраивать кораллам прополку. Лептосерис Джек-о-лантерн. Пока фрагмент маленький, но вроде растет неплохо, и я его точно оставлю. Рыбы. Теперь у клоунов есть новый сосед. Хризиптера желтобрюхая. Неприхотливая рыбка плавает по всему аквариуму. В первое время огрызалась на клоунов, и я уже думал убрать ее. Но потом она успокоилась, и сейчас все живут мирно. Клоуны-ацелярисы. Иногда, если можно так сказать, присаживаются на саркофитон, но большую часть времени прячутся за декорацией. Ночью зависая спят у поверхности воды. Когда были мелкие, всегда плавали на виду, а по ночам лежали на боку прямо на песке.
В 30-литровом аквариуме после запуска они быстро определились, кто главный, и конфликтов не было. Но после переезда в 60 литров пару дней клоун, который поменьше размером, пытался претендовать на главенство, но безуспешно. Креветка-доктор умерла, прожила она у меня примерно 2,5 года. Креветка, конечно, очень крутая, всегда на виду и чистоту в аквариуме хорошо поддерживает. Весь несъеденный рыбами корм она обязательно найдет и съест. Но в маленьком аквариуме она постоянно всех тревожит, поэтому снова заводить такую креветку я пока не планирую. Когда я подкармливал кораллы, нужно было сначала накормить креветку, потому что она не даст покормить кораллы и будет отбирать у них еду. Но даже после того, как она наелась, через некоторое время она все равно пробежится по всем кораллам, покопавшись у них в ротовых отверстиях. Еще с первых дней запуска у меня до сих пор живет тот самый рак-щелкун. Видимо, какой-то маленький, в длину около сантиметра, за 2,5 года он совсем не вырос. Долгое время я не мог понять, где он живет, потому что видеть его я не видел, только слышал по ночам щелчки в аквариуме. Но со временем я все-таки нашел его маленькое логово в керамической декорации. Кстати, за это время декорация, выражаясь языком морских аквариумистов, стала по-настоящему живой. Кто на ней только не живет. Черви, афиуры и всякие букашки, которых на первый взгляд не видно. И огромное количество мелких улиток, которые стали просто бедой в моем аквариуме. У меня есть 2 вида улиток. Улитка колумбилида, они покрупнее, примерно сантиметр в длину. Их мало и в принципе они мне нравятся. И эти, которые мелкие, миллиметра 2 размером. Они просто кишат в аквариуме, и я хочу от них избавиться, но не знаю как. Может, какой-нибудь рак-отшельник их истребит, и если кто подскажет, как от них избавиться, буду признателен. Рыб кормлю по возможности 1-2 раза в день. Кораллы подкармливаю кормом Reef Royce 1-2 раза в неделю. Ну а пока на этом все. Спасибо за просмотр.